Знаете, наш разум — это, пожалуй, самая большая загадка из всех. Его ведь нельзя увидеть, нельзя потрогать. Так как же ученые умудряются заглядывать в наши мысли, решения и чувства? Сегодня мы с вами откроем настоящее дело и посмотрим, как когнитивная психология превратилась в детектива, который расследует самые сокровенные тайны нашего сознания. И вот тут-то и возникает главный вопрос. И это не какая-то там философия, а вполне конкретная научная задача. Если мысль нематериальна, то как, скажите на милость, ее можно измерить? С этого и начинается все наше расследование. Итак, вот наш план действий. Начнем мы с ключевой проблемы, так называемого черного ящика. Затем посмотрим на классические и суперсовременные инструменты психологов. После этого нас ждет неожиданный поворот сюжета. И в конце мы увидим, как наука, пройдя через испытания, становится только сильнее. Что ж, давайте начнем с самого начала, с основы основ. Чтобы понять, как вообще работают все эти хитрые инструменты психологов, нужно сначала разобраться, с какой фундаментальной трудностью они сталкиваются абсолютно каждый день. Ну, представьте себе такую картину. Человек получает какой-то стимул, ну, скажем, слышит вопрос, и выдает ответ. То есть вход и выход нам совершенно очевидны. Но что произошло между этими двумя точками? Какие там шестеренки крутились, какие процессы обработки информации, памяти, принятия решений были задействованы? Вот эта вот загадочная область между стимулом и реакцией — это и есть тот самый черный ящик. И вся задача ученого по этим косвенным уликам по входам и выходам — понять, что же там творится внутри. Так, хорошо. Как же все-таки заглянуть в этот ящик? Оказывается, первым и, возможно, одним из самых гениальных инструментов для этого стал самый обычный, представьте себе, секундомер. Да, именно время реакции стало первым ключом к разгадке сложности наших мыслительных процессов. Все это, представьте себе, началось еще в XIX веке. Идея голландского ученого Дондерса была по-настоящему революционной. Чем сложнее какая-то умственная задача, тем больше времени требуется на ее решение. И вот эта-то разница во времени, по его мысли, и есть та самая длительность мыслительного процесса, которую мы и ищем. Казалось бы, так просто, но этот принцип лег в основу тысяч и тысяч экспериментов. Давайте-ка проведем маленький эксперимент прямо сейчас. Готовы? Все очень просто. Для начала просто прочтите слово, которое появится на экране. Легко, не правда ли? Отлично. А теперь задача чуть-чуть усложняется. Не читайте само слово. Вместо этого как можно быстрее назовите цвет, которым оно написано. Ну что, почувствовали? Вот эту крошечную задержку, какое-то секундное замешательство. Это ваш мозг столкнулся с внутренним конфликтом. С одной стороны, автоматически доведенный до идеала процесс чтения слова, а с другой — сознательное усилие, чтобы назвать цвет. И вот эта измеряемая в миллисекундах задержка — это и есть знаменитый эффект Струпа. Она наглядно доказывает, что внутри нашего черного ящика постоянно происходят конкурирующие процессы, и мы, оказывается, можем измерить их сложность. Секундомер — это, конечно, гениально и просто. Но наука не стоит на месте. А что, если мы хотим не просто измерить время, а буквально увидеть мысли в действии? Что ж, современная нейронаука подарила нам и такие инструменты. Смотрите, у нас тут два главных игрока. С одной стороны, ЭЭГ. Думайте о ней как о суперчувствительном микрофоне, который улавливает электрические разговоры нейронов с точностью до миллисекунд. Он идеально отвечает на вопрос, когда что-то произошло. А с другой стороны, ФМРТ. Она отслеживает, куда приливает кровь, богатая кислородом. Она медленнее, но зато дает невероятно точный ответ на вопрос, где именно это произошло. И вот что здесь самое главное. Их нельзя противопоставлять. Это не конкуренты, это напарники. Это как детектив, у которого есть и точные часы, чтобы зафиксировать время преступления, и карта, чтобы отметить место. Только комбинируя эти методы, ученые могут получить полную, объемную картину того, как работает наша мысль. И вот, казалось бы, все отлично. У нас есть и секундомеры, и мощные сканеры. Мы должны быть на пороге полного понимания мозга. Но именно здесь, в нашем расследовании, происходит резкий драматический поворот. Оказывается, иногда сами методы и привычки ученых могут завести их в глубокий тупик. Только представьте, в 2015 году стартовал огромный проект. Ученые взяли сотню самых известных, самых цитируемых исследований из топовых журналов и решили просто-напросто их повторить. В точности по инструкции, чтобы проверить,
А получится ли тот же самый результат? Ведь воспроизводимость — это основа основ научного метода. И вот он результат. Барабанная дробь. Воспроизвести исходные выводы удалось лишь в 36% случаев. Всего в 36%. Эта цифра, конечно, стала настоящим шоком для научного сообщества и вошла в историю как кризис репликации. Так что же пошло не так? Но одна из главных причин — эта штука под названием пихакинг. Представьте, что исследователь не получает тот результат, на который рассчитывал. И вместо того, чтобы признать это, он начинает крутить данные так и сяк, пробовать разные методы анализа, пока, чисто случайно, не наткнется на какую-нибудь статистически значимую корреляцию. Это все равно, что сначала выстрелить в стену, а потом уже нарисовать мишень вокруг пулевого отверстия. Выглядит красиво, но, по сути, обман. Или вот еще одна ловушка, особенно частая с томографами — обратный вывод. Логика такая. Мы знаем, что когда человеку страшно, у него активируется определенная зона мозга, скажем, миндалина. Но значит ли это, что каждый раз, когда мы видим активность в миндалине, человек испытывает страх? Вовсе нет. Эта же зона может быть активной и по другим причинам. Делать такой однозначный вывод — это грубая логическая ошибка, путаница причины и следствия. Но знаете, эта история не о провале. Наоборот, этот кризис стал не концом, а началом чего-то нового и очень важного. Наука продемонстрировала свою главную суперсилу — способность к самокоррекции. И ответом стал так называемый подход открытой науки. Появились новые, куда более строгие правила игры. Во-первых, предварительная регистрация. Это когда ты публикуешь свою гипотезу и план анализа еще до того, как собрал данные. И это не дает тебе возможности рисовать мишень после выстрела. Во-вторых, открытые данные и код. Любой желающий может взять твои материалы и все перепроверить. Это новый стандарт научной частности. И вот эта мысль, по-моему, подводит идеальный итог всему нашему расследованию. Признание собственных ошибок и создание систем, которые не дадут повторить их в будущем, это не признак слабости науки. Наоборот, это признак ее зрелости и огромной силы. Психология прошла через это суровое испытание и, без сомнения, стала только лучше. В конце концов, что мы видим? Что наука — это не какой-то сборник каменных скрижалей с незыблемыми фактами. Нет. Это живой, дышащий процесс, постоянный поиск, сомнения, исправления. И это, пожалуй, самое увлекательное детективное расследование, которое вообще ведет человечество. Вопрос лишь в том, куда мы направим наши инструменты в следующий раз.